Многие постоянные зрители нашего канала уже знают, что если вы едете с ребенком, надо вызывать специальный детский тариф. Если вы едете с животным, то, соответственно, такую опцию указывать в заказе. Также это следует делать, если вы перевозите там лыжи, велосипеды и так далее. Вы молодцы, ведь так? Вы ведь действительно заказываете именно так, как надо. Но я верю в вас, ведь тем более, что товарищи таксисты мне тут написали, что зрители нашего канала все это выучили. Вот только единственное, они почему-то решили, что если вот этого дополнительной какой-то опции нету в перечне, значит она бесплатная и вообще им полагается. Ну, я говорю о том, чтобы покурить, к примеру, попить, ну, либо включить на всю громкость музончик. Я, конечно, не верю в это, но говорят, что кто-то из вас так и делает. Короче говоря, с вами Life is Strange, и я решил посмотреть, а вообще, как ведут себя люди, которые заказывают там такси и хотят в нем сразу же и побухать, и покурить, и музончика навалить, да и еще что-нибудь в канале устроить. Поехали, короче. Написал: здравствуйте, у вас айкос курить в машине можно? Едем на СТ, метро Приморская. Второй раз пишут. Как же их волнует айкос этот? Дорожная работа. Вот как с такими людьми можно нормально разговаривать? Вот как им можно нормально разговаривать? Если люди, вот они стоят походу на остановке, вот я их сейчас буду забирать, они вот сейчас не могут курить. Здрасте. Здрасте. Ну, вы принципиально не отвечаете на вопросы, да, которые вам задают? Ну, что вы за бред потому что пишете? Зачем мне вам отвечать? Я вам Добро пожаловать спрашиваю, в можно ли у вас Яндекс.Такси. курить в машине? Помните о безопасности. Ну, нет, конечно, нельзя. Так, а зачем вы Поездка пишете по заказ? Яндекс.Навигатору займет В смысле? 31 минут. Вот, я Вы обычно такси так. вызываете или кальянную на колесах? Ну, а вы почему не хамите? Как? Ну, вот так, не хамите. Ну вот вы шли к машине. Ну постойте, вы покурите. У меня нет времени постоять покурить. Я же не курю обычные сигареты, я спрашиваю про электронную сигарету. Я понял вас. Ну, нельзя курить. Так я вам не хамлю? Вы очень противно. Да? Ну хорошо, 500 рублей и курите, хоть закурите. Обязательно. Будете? Молодой человек, Да? едем молча. Вы мне указываете? Я вам не указываю, я с вами нормально разговариваю. А вы мне хамите. Как? Хамите. Ну как? Ну, это мне решать, как вы мне хамите. Ну, как? Можно просто, вот, мне вот просто интересно, просто скажите мне, и я замолчу. Вот как я вам нахамил? Вы можете пользоваться приложением, чтобы писать, что возможно, а что нельзя в машине. Вы не единственный таксист на весь город. Угу, да. Ну, так вот другие тоже разрешают. Надо просто попросить. Я нормально Да, а я не говорю, что вы плохо попросили, или вы какая-то Я хамка. вам говорю, вы принципиально не отвечаете на вопрос. Я вам ответил да. Тоном нормальным спросил. Вы мне что говорите? Я Что сказал, за бред вы спрашиваете? да, что за тупость вы пишете, да? Да, я сейчас могу это повторить, Ну, потому так, что а тупость. почему вы не отвечаете в комментариях? А зачем мне это надо? А почему я должна тратить свое время? Какое? Вы вызвали такси или вы вызвала- покурить? А вам какое дело, что я вызвала? Так я понимаете, это такси, а не кальяна, это не бар здесь, чтобы И бухать. что? Так вот, это такси. И что? Если вы хотите покурить, сходите в кальянную и покурить. Если хотите попить, идите в бар. Понимаете? Вы видите, как вам сказать? Не знаю, как вам объяснить. У вас... Вам принципиально от того, что я покурю одну сигарету, вы умрете, да? Я не умру. А зачем мне это надо, можете сказать? Вот для чего мне? Вот вы будете курить, а мне зачем это? Я вам сказал, вы хотите покурить? Да, я могу пойти на ваши уступки. Но мне же тоже что-то нужно. Заплатите мне за это и курите. Вы, мужики, охренели, наконец, я понимаю, феминисты. А вы думаете, вы не охренели, так сказать, да? Мы нет. Нет? Чем? То есть вы себя нормально, так сказать, культурно, адекватно ведете, да? Я себя абсолютно нормально веду. Я не говорю, что вы хамите, я имею в виду то, что вы вот... Это у вас в порядке вещей, нужно покурить, что я вам не отвечаю. С какой стати я вам просто должен отвечать вообще? Ну не хочу отвечать, я вообще за рулем еду. И не имею права отвечать. Молодой человек, вот здесь будет остановочка, встрите меня, пожалуйста. Да, хорошо. Я вам самую низкую оценку выставлю и пожалуюсь на ваш дебильный, нашу дебильную манеру разговаривать. Хорошо. Будьте добры, научитесь разговаривать. Хорошо, обязательно, конечно. А вы в школе учитесь? Ну просто что, оценочки, вот эти вот, детский лепет, просто мне этот иногда поражает. Оценочку поставить. Повторить можно.
можно вас только еще попросить? Будете выходить, не надо тоже вот это, как, знаете, дверьми хлопать. Машина здесь ни при чем. Ладно? Молча едем. Но это не вам решать. Понимаете? Не хамите, пожалуйста. Я с вами нормально разговариваю. Вы корону свою приспустите назад, вы едете в экономию. Я с Вы вами- зовите бизнес, если вы такая Я с вами крутая. нормально. Я с вами нормально Я тоже разговариваю. с вами То нормально. есть вы простояли, меня 5 минут прождали. И что? И не смогли ответить мне на сообщение. Я не хочу вам отвечать на сообщения. Не хочу. Не хотите дальше. Не хочу, я и не буду отвечать. Не хочу я вам отвечать. Понимаете? Мы едем дальше или останавливаемся? Я вам сказала, хотите на остановке. Ну я не мог на остановке. Я могу вот здесь. Значит, едем до следующей остановки. В чем проблема? У меня проблем нет. Проблема у вас. Значит, едем до следующей остановки. Моя поездка еще не окончена. Либо мы едем до конца, либо мы ее завершаем здесь. Вы мне еще условия будете ставить? Конечно, вы сидите в моей машине. С чего это вдруг вы будете мне условия еще ставить? Потому что вы сидите в моей машине. Но это не ваша машина, это А машина чья? Яндекса. Вообще-то это моя машина. Да вы что, ну тогда вы ее в рабство Яндексу отдали. Я ее никому в рабство не дал. Это моя машина. Я в рабство Яндексу. Вы поставили свою там оценочку? Слушайте, поехали, я опаздываю. Я реально опаздываю. Мы куда едем? До остановки или до конца? Да. Издеваетесь? Нет. Идите нахер, а? Машину открывайте. Быстро. Ну, во-первых, не быстро. Вот здесь ручечка, ее открываете. Ну какой умный, блядь. А если ты вдруг тот самый неадекват, который сейчас, вот услышав меня и говорит, а чё такого, я всегда так делаю, и типа таксиста не отказываются, то знай, ты рано или поздно окажешься у меня на канале, ведь здесь я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы, с кем бы это ни происходило. И да, многих это бесит. Лично я, например, если выхожу на поиск неадекватов, да, я периодически нет-нет, да таксую, как говорится. Как там в Comedy Club сказали, вода нет-нет, да вверх поднимается. Я вот вместе с водой, как вы поняли. Так вот, меня это всегда бесило, и я всегда запрещаю. И реакциями, конечно же, всегда забавляет людей, которые говорят, чё так мне всегда разрешает. Да, идите вы в попу, если вам разрешает, вам, может, в следующий раз насрать в салоне разрешат. Это же не значит, что я так разрешу сделать. Короче, вы меня поняли. И главное, что вы еще должны понять, что данный видосик несет исключительно обучающий характер. Ведь на примере различных историй из жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. За вторжение в личную жизнь. А есть такое, чтобы Есть такой сигарет от закон инсульта, да? Российской Федерации. Вы мое время займете. Вы мое время займете. давай, мы сейчас садимся, ты нас доводишь, мы тебе платим. И дальше будете платить, да? Я вас довезу, и вы будете платить. Ну, мы тебя ну, то есть ты нас довозишь, Ну? мы тебя оплачиваем. А в чем вопрос? Я вам говорю В здесь, чем не курящий. проект? Вот, блядь, в чем вопрос? Вот, блядь, вопрос за курение сигарет. Ну, я вам вежливо просил. Нельзя курить, да? Не курящий. Давайте выходите, покурите и дальше поедем. Правильно? Ты понимаешь, что у меня, блядь, инсульт? А от инсульта есть Я не сигарет, что могу, ли? блядь, без сигарет. От инсульта есть сигарет, что ли? Нету такого. Вот врача запретили сигареты для инсульта. А вы говорите, сигарет для инсульта. Что это такое? Вы можете объяснить? Давай снимай. Этот дебил, вот этот дебил. Выбирай выражение, дура, блядь. Давай, садись, поехали. Я не буду всю машину. Садись, поехали дальше, садись. Ну, давай. Святой, Запомни. Так, ты поедем дальше. дебил. Ты понял? Ты дура просто. А ты дебил. Я тебя завтра заявляю на... Ну, давай. Давай, заплатите за проезд. Что будете платить? Довезешь нас до места. Садись, поехали. Вон она платит. Садись, поехали. Деньги ко мне. Садись, поехали, я вас говорю. Ай. Давай, слушай, братан.
Они пьяные, вот сколько дорог ехали, да? Они не платили и дальше хотят остановить. Не-не-не-не-не, он не прав. Нет. Ты чё, блядь, а? Вот завтра будешь звездой Ютуба. Чё сказал? Чё сказал? Что-то сказал? Давай садись, поехали. Я что-то не поняла, ты что, не понял? Давай садись, поехали, я вас Не довезу. понял, а? Ты не понял, блядь, а? Дура. Мне сердце нахуй сейчас остановится, а? Слышь ты, придурок, блядь. Друзья, может, хватит уже катать заказы за все возможные медальки, активности, рейтинги и прочую трихомонаду, которую придумала корпорация зла и Яндекс.Такси. Да и остальные агрегаторы недалеко от них ушли, ведь у них у всех одна единственная задача – сделать так, чтобы поменьше зарабатывали, поменьше бухтели, ведь тогда они будут в шоколаде. Да вы и все сами знаете без меня. Но у меня есть отличная новость для всех своих зрителей, автовладельцев из славного города Красноярск. Друзья, в вашем городе работает отличная служба такси, такси-юзер, друзья, ведь вместе с ними вы вспомните, что в такси вы пришли зарабатывать деньги, а не медальки. Короче, друзья, вот тут вот вы видите сейчас их номер телефона, пишите им на WhatsApp, и они вам оперативно ответят и расскажут о всех своих преимуществах перед агрегаторами. Но вы сами понимаете, что уже хуже, чем сотрудничать с агрегаторами, ничего нет. Короче, друг, пока смотришь видосик, пиши им в WhatsApp и передавай привет от Стрэнджа. Здравствуйте. А вы докуда? Серебристый. Наша? А, все, у нас просто телефон сел. Ко мне с пивом не надо в машину. То еще раз? С алкоголем ко мне в машину, не-не. Ну, аккуратно. Не. Ну, давайте вызовем другое такси. Вызывайте. Ну, отменить можете? Ну, ясно. Короче, дружище, ну я пьем, но я пить не буду. Не-не-не. Да, Влади, выкинь, а я себе дам Влади, банку. угомонись, Сколько блядь. денег стоит? Влади! И что, мы заедем, сейчас купим, Ну, отстань. химчистка тоже денег стоит и гораздо дороже, чем пиво. Влади, у меня есть банка пива. Это будет тогда Лично стоить для себя. дешевле, да, чем поездка? Что? Ну, это будет дешевле, чем поездка. Что дешевле, чем поездка? На Пожалуйте Яндекс.Такси. Помните о безопасности. Не забудьте пристегнуться. Так, кто вам такое сказал? Ну, вы же Я таких щедрых... клиента решайте, там, Я возможно, таких щедрых Влади. скидок не делал. Влади. Ну а если вы мне не верите, то у меня на канале есть отдельный плейлист, называется «Охота на неадекватов». Там, по большому счету, везде я участвую и сталкиваюсь с различными историями странных пассажиров. Но, к примеру, вот одна из последних историй, это там, где молодежь попросила музыку со словами, ну, мы всегда просим, нам всегда ее и включает. Была история, там, интересная видюшечка, где барышня хотела опять-таки покурить и сказала, что, ну, я же заказала, типа, как же она выразилась, обману, даже она сказала, я же не заказала такси, я арендую машину, так что я что хочу, то и делаю. Конечно же, пошла гулять по МКАДу. Короче, там куча всевозможных интересных видосиков, ссылочку на данные плейлисты болтается наверняка вон там, вот наверху экрана, если, конечно, я не забыл прикрепить. Салова 40, да? Салова 40, ага. 1484. Вы если вы внутрь пойдете, надо будет рассчитаться. А почему? Потому что вы можете не прийти. Как не приду? Так вот, обычно, как и все это делают. Да. Угу. Такая жизнь. Да нет, ни раз такого не было. Ну, у меня много раз такое было, поэтому я никого не отпускаю без расчета из машины. У нас 400 рублей. Где? Да, обратно. 523. Сколько? 523. Сказали 400 с чем-то. Вот, 523 написано. Ну там синяя дверь. Я знаю, где это. Давай 300 дам. Ну, я тогда завершу и уеду. А почему? Ну, я свою работу наполовину выполнил, давайте 250 и все, я поеду. Нет. А вы новое вызовете. Почему? Что почему? Потому что я работу выполнил свою наполовину в данный момент. Если вы даете полоплаты, значит я собираюсь и уезжаю. Зачем мне здесь бесплатно стоять и ждать кого-то? Правильно? Да? Угу. Что делать будем? Я сейчас позвоню оператору. Для чего?
уточнить, почему. Что вы уточните? Что она вам скажет? Я вас везу, у вас оплата наличными, вы пойдете непонятно куда. Что вы хотите выяснить, я не понимаю, объясните мне. Потому что она не решит нашу проблему. Ваш вопрос она не решит. Почему? А как она решит? Я первый раз такой слышу. Алло, почему водитель меня подвез, ехал с запчастями, требует полную оплату, а у меня туда и обратно с ожиданием? Алло. Угу. Платите половину поездки? Нет. Что нет, вы сюда же приехали? Сейчас решим. А что, я потом опять буду ждать машину? Ну, либо платите все, чтобы я был уверен, что вы выйдете и поедете. Вы взрослый мужчина, вы с кем там решать-то что будете? Я все равно не буду делать так, как они скажут. Я вам говорю реалии сегодняшние. Алло, почему это самое, я взял машину туда и обратно, мне надо запчасть купить, водитель требует полную оплату, чтобы это самое. Полную оплату с меня требует, чтобы это самое, ожидать меня. Вы объясните, что у вас наличные, вы уходите из машины, и не ясно, вернетесь или нет. Ну, с этого я оформлял. Да вот полчаса назад. Вот он, я на громкой связи, вот спросите, задайте ему вопрос. Да я приехал на адрес, он говорит, пойдете за запчастью, дайте мне за полную поездку. Или говорит, давайте половину, и я уеду. Слышали, нет? Что слышали-то? Что вы мне платите, а не они? Какая разница? Что мне они слышали? Слышите, что говорит? Слышите? Потому что он сейчас человек уйдет, а я что здесь за бесплатно буду стоять? Я ей прошу либо полную оплату для того, чтобы увезти его обратно, либо половину, так как полпути я уже сделал пол работы. Объясните человеку, что да, когда я люди уходят за наличные, и он уедет. Ну, или чего? Как? Ну, что? я за бесплатно здесь стоять не буду. Я сколько раз пользуюсь, такое первый раз слышу, что это самое. Слушайте, вы что время тянете, я не понимаю. Все. Слышишь, вы что мозги-то пудрите? Вы не это самое, ляс водители, это самое, что хотят, то и делают. И опять же, вот я реально искренне не понимаю. Да, я вот сам курящий человек, но в такси не закурю. Хотя бы потому что, блин, ну я понимаю, что салон потом будет вонять. Как бы я бы там аккуратно не курил, там не прожгу ничего, но все равно запах-то останется, да, и следующим пассажирам может быть неприятно, да и водитель сам может быть курящий или не курящий, хрен его знает. То же самое касается музыки, я сам люблю ее послушать, ну какой же кайф вставить наушники в свои вот эти вот ушки, ушные раковины и слушать во всю громкость, и не напрягать никого, ведь ты сможешь слушать все, что угодно, да, и уже не париться, что кому-то будет неприятно вот эта музыка. Это же касается побухать, блин, я вообще не понимаю, ну окей, хочешь ты нажраться, да, что тебе мешает? Сколько у нас средняя поездка на такси занимает время? Ну максимум полчаса, блин, ну ты что, умрешь что ли от этого времени? Даже если часовая поездка, я думаю, ты переживешь это как-нибудь без пивка. И ну всех остальных просьб, там, которые только, какие только могут быть просьбы, блин, особенно меня это удивляет, когда все это исходит от пассажиров эконом-класса. Это, блин, я не знаю, это как заказать какую-нибудь авиакомпанию Победу и начать там устраивать скандал, почему у тебя спинка не отодвигается, где хавчик мой, а ну-ка налейте ко мне Хеннесси и так далее. Ну, то есть надо же понимать адекватно, да, что платишь мало, значит маленькое количество доп. Услуг к тебе полагается. Платишь много, больше, ну, все честно и спокойно. Я вот, например, не могу себе позволить бизнес-класс, но от этого что, я же в экономии не начинаю вести себе и требовать к себе такого же отношения, как будто я в бизнес-классе нахожусь. Короче, может, я не прав, напишите в комментариях. Вот вы, когда ездите в такси, большинство по статистике ездит в экономе. Расскажите, вот вы что-то требуете от водителей дополнительного? Ну, если требуете, то что? Здравствуйте, да курите только.
Докурите только. Вот, включите, пожалуйста, музыку. Будьте добры. Есть она у вас вообще? Давайте. Ну, это будет дополнительная стоимость. Ничего себе. А вы музыку слушаете, да? Что-что? Вы любите тишину? Я... Да. Да? И да здравствует тишина. Туда едем, тогда едем по правилам. Вот вы завернули неправильно уже раз. Минус 1 балл. Водитель неправильно повернул. Он должен был завернуть в левый ряд, а потом перестроиться в правый ряд. Ясно. Тогда музыка бесплатная. Так вы ж мне штраф не выпишете. О, элементарно, Ватсон. Что, сотрудник ГАИ, что ли? А это не должно никого волновать. Во-первых, Включи музыку. и мы едем бесплатно. Не, я вам включу музыку, я включу своего любимого исполнителя и наслаждайтесь музыкой. Вот большое Любимый у спасибо. вас кто исполнитель? Естественно. Так что, Алишерку не будем слушать? Вы нервно больной или что? Почему? Мы же сказали, вам А нравится. что у вас, блядь, и руки, ноги двигаются? Так я ж скоростя Может, вы переключаю. СП садите? Чего? Ну, и мы напишем, блядь, петицию, блядь, в ваше такси. Или что? Напишите. А какую петицию? Я трезвый абсолютно. Нормально. Я Что? рада, Вы что попросили, вы трезвый, попросили вы музыку. неадекватный. В чем я Включите неадекватный? нам радио, я вас попросила. Ребят, будьте без музыки вообще. А вообще без Раз музыки? так, да. Давайте Я с вами вежливо общаюсь, вы начинаете Отлично. хамить. Вы вроде как на юморе, я тоже в Да ответ никто на юмор. на вас не наезжал, мы попросили включить музыку. Ну я включил Молодой музыку. человек. Я вам включал музыку. В чем дело? Да все понятно. Ну в чем? Вы попросили, я говорю, Все, молодой человек, Ну. спасибо вам большое вообще за доставку, блядь. Мы вам отхерячим охуенную отзыв. ясно, Я так точно. спасибо. Как вы себя ведете? так же- Ну как я себя веду? Что я вам плохого Молодой сделал? человек, ну мы вас попросили, включите, Ё. пожалуйста, музыку. Я вам включил Просто радио, музыку. можно включить, блядь? Вообще, просто любое попадавшееся радио, блядь. Нет, вы включили, блядь, какую-то хуйню, блядь, Так вы же которую мы сказали, вам должны, блядь, нравится. слушать, блядь. Я вас не Я заставлял, понимаю, я это ехал ваш, вообще без блин, музыки. Ваше сугубо личное, блядь, мнение. И сугубо личное, блядь, музыкальное мнение. И это не значит, что мы должны это слушать. Вы попросили просто музыку, вы не говорили какую. Молодой человек. Я попросил сказать, что это будет платно. Во-первых. Платно? Подожди, это было сказано вами. Ну, да, да. Правильно? Ну да, это была шутка такая, да. Подожди, Ну, какая шутка? ну пусть будет даже, Ну, пусть, пошутили. пусть будет серьезно, пусть даже Во-вторых, платно, да. на сегодняшний день ты сейчас едешь без маски. Ну вы Это тоже без два. маски Ты меня едете. заразил. Я докажу. Хочешь? Докажите. Просто пиздец. 2 минуты Ребят, ну времени. я еще так не ездила. вообще Ну как, что нигде, я вам никогда. плохого сделал? Знаете ли, блядь, я понимаю, что... Я ношу с мамой. Что, пожалуйста, у вас музыка возьмет или платная, или бесплатная? В автомобиле музыка платная или бесплатная? На усмотрение. А на усмотрение, на усмотрение водителя. Водители обязаны быть в маске или без маски. Я без проблем. Ну, я просто вас интересуюсь. Ну, подождите, водитель должен был при поставке быть в маске. Автомобиль. Подождите, я вас спрашиваю. Вы дурдом, молодой человек, вы что создали? Я у вас- Это идиотизм, вы Подождите, понимаете? водитель должен быть. Ну не все А я должны не любить обязан вашего, быть блядь, в маске. Моргенштерна, блядь, с собой. Я был вообще без музыки. Взял пассажиров с шарманки, они попросили включить музыку. Я говорю, у меня только Моргенштерн. Вот. Он говорит, нам тоже пойдет. Я включил. Вот, как бы так. Проехали, остановили гайцы, я выключил. В общем, начали ехать дальше, стали претензии, почему я радио не включил. Хотя, как бы, никто изначально его не просил. Его вообще-то надо предупреждать.
Ну, я же говорю, что это не входит в стоимость. Я изначально людям в шутку сказал, что это не входит в стоимость. Ну, мы все пошутили. Молодой Вот. человек. Ну, наверное, да. Ну, как бы у меня ж ведется видеозапись, вы же в курсе. Поэтому у меня поездка записана, люди могут говорить все, что угодно, как бы у меня есть доказательства. Великий Бог. Что? Вы их везете? Я их везу, они у меня в машине. А маски они тоже одели? Они без масок, это просто они как бы это, потроллить, наверное, решили. Ага, и вам удачи. Но вас хоть таксистам не дрюкать, нет? За что? Ну, за маски, за вот. Да, как-то проверки были, но мы знали о них, как бы так. Блин, ну, нас просто дрюкают в хвост и в гриву. Ясно. И вы решили меня сегодня Нет, подрюкать? мы даже и не думали, вот честно скажу вас. Нам доехать до дома и все, и тихо, мирно разойтись. Да, мы же тихо, мирно и ехали, все же было хорошо. Ну, с музыкой было бы лучше, знаете ли, товарищ водитель. Я с вами Ну, вы не решили, конфликтовал. блядь, со мной с Моргенштерном, блядь. Ну что, посоревноваться. Да нормальный легко, исполнитель, я знаю, чё? кто- Ну, нормальный, Ну. блядь. Это для вас, молодой человек. Справа. Вот тут? Ясно. Это для вас, он нормальный. Спасибо. Стоимость поездки 320 Все, спасибо большое, Не молодой за что. человек. Заказывать. Если хотите музыку, Бесконфликтных вам, блядь, Ясно. пассажиров. если хотите музыку, говорите об этом в заказе, что вам нужна машина Заказе? с музыкой. Добро. Зашибись. А колеса поменять в заказе не указать? Ну, все дополнительные услуги надо указывать. Да не за что, не обижайтесь. И самый стабильный способ оставаться всегда в теме всего безумия, которое происходит у нас на Руси-матушке, ну и в соседних государствах, это подписаться на наш канал на Бусти. Ведь там, по сути, агрегатор всех вот этих злободневных новостей и событий. Там видосики выходят, которые, в принципе, вам интересны, но могут не подходить под формат нашего YouTube-канала, ну, либо есть риск, как недавно мы слупили на ровном месте страйк. Поэтому, чтобы всегда быть на связи со Стрэнджем, подписывайся на наш Бусти канал, ведь там все видео выходят еще к тому же раньше, без цензуры и без всякого блюра. Там есть отдельная подписочка с драками, где выходят драки каждый день. Ну и, конечно же, для любителей прям настоящего трэшечка называется подписка Трэш 18+. Короче, там для любого человека найдется много интересного контента. Ссылочку на наш Бусти канал ты найдешь вон там, вот в описании по данному видео, в прикрепленном комментарии. Ну и, как всегда, она болтается вон там, вот наверху экрана. Остановите, пожалуйста! Остановите, пожалуйста! Мы вам деньги отдадим, остановите! Деньги вперед! Не плачь! Пожалуйста, только остановите! Деньги сюда! Пожалуйста, только остановите! Стой, остановись, пожалуйста! Тебя прошу! Не плачь! Прошу, остановись! Везет! Пожалуйста! Прошу вас! Молю Бога просто! Не плачь! Прошу вас! Все записывайте, давай, не плачь! Прошу вас! Плачь! Остановите, пожалуйста, я вас прошу где-нибудь, пожалуйста! давайте сюда. Кирюш, представляешь, он нас увез вообще в другую сторону, Никита истерика. Он Никиту ударил. Я Мы, короче, ударил? едем по Вы меня ударили Пролетарской. вообще! Когда я тебя ударил? Ты что мне здесь лечишь? Пролетарской. Он захватил. Куда я тебя ударил? Ты мне Сынок, Остановите, он нас пожалуйста! захватил, короче, машину. Остановите, А пожалуйста! ты стой, пожалуйста. Помогите! Ну что там придумываешь, я не пойму. Ты слышишь меня? Помогите, Кирилл, пожалуйста! пожалуйста. Помогите! Кирилл, пожалуйста. Пожалуйста! Кирилл, мы едем. Пролетарская 91 нас везет. Пожалуйста, в милицию сообщи. Сынок, Останови, на пожалуйста, я милицию прошу! сообщи. Я тебя Ты прошу, слышишь, что он останови! кричит у меня? вас за город везу. Вы Зачем? Пролетарская 91 мы проехали. дай ему деньги, Пожалуйста, прошу. милицию вызови, Прошу, пожалуйста. останови! Мы вам деньги отдадим! Давай деньги сюда. Пожалуйста, Чё орёшь? милицию. Останови! Ты чё Милицию истеришь? вызывай, Деньги всё, давай я сюда. поняла, вызывай Останови милицию. тогда! Ты деньги давай сюда.
Деньги давай. Так а вот сейчас скажу. Все, что не вызывает милицию. Пожалуйста, дай ему деньги, я тебя прошу! Какие деньги? Я тебя прошу, просто! Я тебя прошу, просто! Машину Я не вас прошу, ломайте. Остановите, пожалуйста! Я вам сказал, машину не ломайте. Не ломай, не ломай! Не ломайте. Останови тогда, прошу тебя! Прошу Я тебя! не пойму, делай. А теперь мы с ним... Пожалуйста! Тоже вылазь! Вылазь, я сказал! Да я кулку возьму! Вылазь, пожалуйста, Альма! Мама, выходи! Мама, беги! Приехал я на заказ забирать пассажира. Вот. Выходит женщина с ребенком. Ну там не ребенок, лет на вид 13-14 ему. Выходит с кошкой, с собакой и женщина в пьяном состоянии. Я подумал, хорошо, я на это глаза закрою. Завершил их заказ, она сидит в машине, смотрит, говорит, это не 263 дом. Я говорю, я не знаю, какой это дом, говорю, я приехал так, как маршрут показал, конечную точку. Значит, она такая, типа, все, вы нас не туда привезли, пошли, сынок, выходи с машины. Я говорю, а деньги? Она, какие тебе деньги? Начинает дверь открывать. Я дверь на замок ставлю, блокирую двери, просто тронулся. Вот. Я их не избивать, не убивать, никуда не отвозил. Я их хотел отвезти на тот заказ, куда мне выпал новый. Думал, я их там оставлю, чтобы у них вот эта функция бесплатное катание не прокатила. Чтобы в любом случае они раскошелились на другом такси. Значит, я трогаюсь. Сзади на меня нападает этот ребенок ёшный. С криками, я тебя убью, ты куда нас везешь? Тут она уже буянит начинает. Ребенок в истерике. Орет, визжит, пищит. Женщина начинает сначала руками машину бить по стеклу, хочет выбить. Я на это внимание не обратил, думаю, у нее сил не хватит выбить. Но тут я уже смотрю, она начинает ногами пинать. А тут от ног явно уже, от такой силы стеклом можно разбить. И когда я уже увидел то, что мою машину ломают, стекло пытается выбить, потому что в любом случае ремонт я буду за свой счет делать. Тут уже у меня нервы не выдержали. Я ее вытащил с машины, не бил, не избивал, пальцем не тронул. Я ее просто оттолкнул от машины, чтобы она обратно не села. Вот. Я ее оттолкнул от машины подальше. Тут сын в истерике опять же. Тоже я его вытащил с машины, пальцем не тронул. Хотя на видеозаписи они говорят, что я ребенку ударил. С моей стороны вообще на ребенку удара не было никакого, и на женщину тоже не было. Это парковка нам сюда. Не, нам с левой стороны. Не, слушайте, вы хотите, чтобы я через переход шла? Так, я не дойду. Нет, смотрите, по правилам сервиса и аэропорта... Нет, вот же въезд. Там. Да, вот он въезд. Просто нет, смотрите, я не могу вас в зоне вылета, вот это зона прилета. Вернее, вот это зона вылета, а то зона прилета. Нет, подождите, вы хотите сейчас, чтобы я шла через этот переход с двумя чемоданами? Ну, я просто не пойму, а я что должен сделать? Я всегда на такси подъезжал вот туда. Сейчас по новым требованиям, вот у меня... Когда эти требования? Ну, как минимум полгода уже. Я вот месяц назад прилетала. Ну... И такси туда все подъезжают. Никаких проблем нет. Высаживают там. Я прекрасно понимаю, но у меня Яндекс вот сейчас привел вот сюда вот. И если я привезу вас туда, мне Яндекс заблокирует. И мне больше портовые заказы... Подождите, где вы меня сейчас? Вот здесь в чистом поле высадите? Нет, вот вход в терминал С. Да нет, терминал-то вон же. Вон написано терминал С. Посмотрите. Вот вход в терминал С. Это не в терминал С, это парковка терминала С. А терминал С вон, видите, написано? Терминал С. Я в аэропорт приезжаю 3-4 раза в день. Вот это зона вылета. То зона прилета. Это парковка. Это не парковка. Вход в терминал С. Да нет, вон терминал С. Ну давайте, конечно, я пойду, но я не знаю, куда мне идти. Ты герой, да? Да, у вас такая большая собака, я вас не повезу. Ну опять начинается. Я постелю ей пеленочку внизу. Пеленочка, шерсть разлетается, Шерсть, она в комбинезоне. на лапах и на голове.
Но есть специальные же чехлы, которые одеваются на сиденье и на этот забрасывают. Я теперь раз о таком слышу. Но я не могу вас повести, я просто уже столкнулся с этим 2 раза, поэтому извините, но есть определенные правила. Ну, да, не знаю, у меня здесь правил особых не вижу. И вы извините, но я просто уже сталкивался с этим, и я знаю, о чем я говорю, поэтому... Хорошо, вы отмените или мне звоните? Нет, вам нужно отменить. Хорошо, я сейчас позвоню. Спасибо. Пожалуйста. Ну и, кстати, тема вообще с курением в такси, она относится, кстати, и к водителям такси. Я вот сегодня буквально стоял в пробке и наблюдал, как по соседству стояла желтая машина, по сленгу таксистов желток. Так вот, там сидел водитель и дымил, как паровоз, обычную сигарету. И я думаю, блин, чувак, вот, ну, ладно, я все понимаю, но, блин, тебе-то самому будет приятно потом в пепельнице ехать, да? И ясно, что и хорошо, если у тебя там следующий пассажир будет сам курящий, ему, в принципе, по боку, возможно, будет, что он от салона автомобиля воняет, как не знаю от чего. Ну, а если там будут какие-нибудь там жены, там, не знаю, беременные женщины, там еще, ну, кто-то, там, пенсионеры, в конце концов, им потом ехать и нюхать все это. И я понимаю, что это эконом, конечно. Многие скажут, что пущай терпят. Ну, тем более, зная, как водители такси, они весьма, не агрессивно, правильно, как подобрать слово, а весьма критично относятся к любым замечаниям в тарифе эконом. И я скажу, да, я понимаю, что это эконом. Но людьми, вот банальное слово люди, да, человечность. Вот нужно же оставаться человеками. Ну, это же нас отличает от животного мира, да. То, что мы можем включить серое вещество, пусть оно там даже у нас слабенькое, может быть, у кого-то. Там пусть оно там будет, не знаю, одна извилина и то прямая. Там, не знаю, постучишься, а там никого. И, ну, в любом случае, да, ну, надо оставаться людьми, понимать, что эконом экономом, даже если этот тариф, не знаю, даже попутчик, да, будет, ну, все равно человеком-то нужно быть. Даже если тебе пассажир, там, не знаю, едет с тобой говно человек, да, ну, ты-то не должен же быть, опускаться на этот же уровень, самому становиться говном. Ну, просто подумайте об этом, люди, вот, которые вы, я вот сейчас обращаюсь к водителям такси, которые курят, да, вы-то чем лучше вот этих пассажиров? Я не защищаю пассажиров, я не защищаю еще кого-то, да, потому что наш канал — это место, где можно в дискуссии, в комментариях обсудить, кто прав и виноват. И я стараюсь занимать нейтральную позицию и показывать видео спорные, где непонятно порой, кто прав, кто виноват. Но единственная вещь, что нас должна объединять, это то, что мы люди, и мы хотим оставаться ими. В любом случае, если вы поняли, о чем я говорю, не забудьте поделиться еще ссылочкой на данный видосик в своих социальных сетях. Ведь пусть остальные люди знают, какие порой безумия у нас происходит в такси. Ну и для меня это будет показателем, что вы поняли очередной мой бред сумасшедшего человека. Хотя у меня есть справка, вроде и не сумасшедший, хотя врачи тоже ошибаются. Но в любом случае еще ставьте лайкосики, ведь говорят, от каждого лайка жизнь становится лучше, в такси ездить комфортнее, пассажиру и водителю становится. Все счастливы и довольны. Короче говоря, вы поняли, лайки улучшают нашу с вами жизнь. Ну и подписывайся на безумие, ведь впереди у нас еще очень-очень много интересного. Ну а с вами был Life is Strange. До новых встреч. Пока-пока.